Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня сделаем вот такой вот сверкающий гребешок. Он очень эффектно смотрится в прическе, но при этом очень просто делается. Сейчас покажу. Для создания гребешка нам понадобится основа для гребня на 5 зубчиков, специальные инструменты. У меня это плоскогубцы и бокорезы для бижутерии, но можно взять и обычные. А еще потребуется проволока в серебристом цвете диаметром 0,4 мм. Можно использовать более тонкую или более толстую проволоку, но будет сложнее плести. А также нам понадобятся очень красивые переливающиеся стразы. Я для удобства заказала их на Wildberries в магазине Блеск Страз. Ссылочку я оставлю обязательно в описании. И нам понадобится два вида страз. Одни это лодочки, вот такие вот красивые лодочки. Ссылочку я тоже на них оставлю. Таких нам понадобится 6 штучек на один гребень. И капельки 3 штучки. Кстати, стразы я заказывала на Wildberries, и качество мне очень понравилось. Они очень хорошо упакованы, приходят быстро, и всегда можно успеть сделать какой-то срочный заказ, просто заказав стразы эти на Wildberries с быстрой доставкой. Для начала я выкладываю наш рисунок. По центру нашей композиции я располагаю вот так 3 капельки. И выкладываю вокруг них 6 лодочек. Выкладываю рисунок, чтобы понимать, как что у меня будет располагаться. Я уже перевернула стразы на обратную сторону. Я обычно плету на обратной стороне. Мне так проще, потому что видно отверстие, и сам рисунок мне так проще воспринимать. Отмеряем проволоку. Я беру где-то 70 сантиметров. Это с запасом, но мне так удобнее. Можно взять чуть поменьше, чуть побольше, в зависимости от того, как вам удобно будет плести. Находим серединку на нашей проволоке, ну или примерно серединку, можно чуть правее взять, потому что будем собирать сначала правую часть гребня, и начинать будем вот с этой лодочки. Дальше мы будем закреплять все наши стразы. Предлагаю вам просто внимательно наблюдать за тем, как и куда я веду проволоку и как закрепляю стразы. Во время плетения нужно соблюдать натяжение проволоки, и если у вас не получается ее подогнуть, помогать себе плоскогубцами. Далее я немножко ускорила видео для того, чтобы поменьше была его длительность, потому что видео длинные получаются. Но вы всегда можете в самом плеере на YouTube сделать ту скорость, которая вам удобна для просмотра, а также всегда ставить на паузу и смотреть какие-то моменты, которые вам хочется посмотреть еще раз. Итак, мы собрали правую половинку гребня и будем крепить центральную капельку. А затем будем собирать левую часть гребня, только уже в зеркальном отображении.
Вот такая вот композиция из страстной проволоки у нас получилась. Держится все крепко. И теперь нам нужно закрепить ее на гребешке. Схему крепления на гребне вы можете использовать любую. Я покажу, как закрепляю я, но если вы вдруг придумаете, как закрепить лучше, надежнее и крепче, то, конечно же, применяйте этот способ. Я креплю так, как мне удобно, чтобы потом гребень оставался податливым в прическе, чтобы можно было его расположить, как будет удобно стилисту, который будет делать эту прическу. Поэтому я вам показываю свою схему крепления. Для закрепления кончиков проволоки я обматываю их вокруг крайних зубчиков. Обматываю примерно 3-4 оборота, обкусываю их бокорезами и прижимаю плоскогубцами. Вот и все, гребешок наш готов. Очень красивый, но очень просто делается. Спасибо за просмотр моего мастер-класса и до новых встреч. Пока-пока.